Похороны Навального. Еще один регион просится в Россию, а Варшава торгует зерном с Москвой. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Украинские журналисты раскрывают польско-российскую схему с зерном, а Дональд Туск делает вид, что ничего не происходит. Латвия решила ввести эмбарго на импорт продукции из России. Мы проанализируем случай Латвии, и я не исключаю, что Польша выступит с соответствующей инициативой. Похороны Навального, чем все закончилось и как выкрутились неоппозиционные политики. Они действительно боятся. Именно поэтому чисто географически они дали эту возможность провести вот в такой вот удаленной церкви, в удаленном районе Москвы, Марьино. Оккупанты атакуют Часов Яр, но украинская оборона готовилась к этому давно. Доступ до Часового Яру відкриє ворота для продовження їхніх наступальних дій, успішний плацдарм для наступу. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на наши каналы. Это важно, ведь так нас с вами становится больше. Плотное наступление российской армии на Авдеевском направлении продолжается. Оккупанты продвинулись до 5 километров вперед и захватили несколько сел. Степное, Северное, Ласточкино и Водяное продолжают наступление широким фронтом общей протяженностью 10-15 километров. Об этом пишет издание «Бильд». В силах обороны Украины подтверждают, что россияне аккумулируют очень мощные свои силы недалеко от населенного пункта Часов Яр. Украинская оборона там растянулась к западу от города. Возле Часового Яра возведено несколько колец обороны. Это важная опорная точка украинской защиты. Укрепления готовились давно, сразу после падения Бахмута. Ворог перекидує туди свої основні сили, намагається тиснути в напрямку Часового Яру, оскільки зараз цей населений пункт є ключовим для них. Звичайно, що доступ до Часового Яру відкриє ворота для продовження їхніх наступальних дій, успішний плацдарм для наступу, для продовження наступу на Костянтинівку. Ну і звичайно, що основна ціль в Донецькій області – це, звичайно, що Краматорсько-Слов'янська агломерація. Тому ворог зараз не шкодує своїх зусиль, він намагається скористатися моментом, оскільки він використовує вже досить довгий час тактику бігти туди, куди лється. Так, він шукає слабкі місця, шпарини і при найменшій нагоді десь прорвати оборону, значно посилює постійно свої угруповання і вдається до штурмових дій. Украинские партизаны отслеживают перемещение российской техники. Движение «Атеш» выкладывает у себя в телеграм-канале короткое видео с российской техникой, а также отмечают, что речь идет о переброске транспортными тягачами нескольких десятков танков Т-62М. Мы следим за ними от выгрузки на железнодорожную станцию одного из крымского города вплоть до конечной остановки. Более подробной информации мы подсказать не можем ради успешной операции. Польша наращивает торговлю с Россией через Беларусь. Об этом расследование журналистов «Украинской правды». Во время протестов на польско-украинской границе грузовики с российским зерном перегружаются в Беларуси на фуры с польской регистрацией и отправляются в Польшу. Михаил Ткач, именно тот украинский журналист, которого не так давно задержала полиция недалеко от польско-белорусской границы, как раз во время исполнения своих обязанностей, можно сказать, во время съемки. Позаду мене Білорусь, попереду Польща. Це єдиний вантажний пункт перетину між двома країнами – Кукурики, Козловичі. Ми приїхали сюди в той самий час, коли всі пункти перетину між Україною та Польщею блокуються польськими фермерами. Блокується не тільки сільськогосподарська продукція та зерно, але й інші грузи. Ми приїхали сюди для того, щоб побачити, а якою є ситуація з товарообігом між такими країнами, як Польща, і такою країною, як Білорусь, яку, очевидно, Росія використовує в якості транзитної країни і не лише для російської армії, а й для сільськогосподарської продукції. По случайному совпадению премьер-министр Польши прокомментировал ситуацию с российским зерном в тот же день, когда вышло расследование, но без привязки к данным, опубликованным журналистами.
Латвия решила ввести эмбарго на импорт продукции из России. Мы проанализируем случай Латвии, и я не исключаю, что Польша выступит с соответствующей инициативой. Видимо, из-за количества проблем с фермерами и протестами Туск призвал Европейский Союз серьезно сосредоточиться на улучшении регулирования, когда речь идет об импорте зерновых и пищевых продуктов с Востока. Канада готова разместить свои войска в Украине, но есть условия. Об этом говорит министр обороны страны в интервью Торонто Стар. Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил где-либо рядом с театром боевых действий, где может создаться впечатление, что мы берем на себя какой-либо компонент боевой роли. Эта идея обговаривалась еще в Париже в начале этой недели, но министр отметил, что Канада, как и многие другие члены НАТО, против отправки солдат для участия в боевых действиях на территории Украины. Еще один регион просится в Россию. Глава гагаузской автономии Молдовы приехала с рабочим визитом в Москву. Гагаузия нуждается в поддержке России, сообщила глава региона на встрече с Валентиной Матвиенко. Автономное территориальное образование Гагаузия, который заботится о своих гражданах, который хочет развиваться, который хочет повышать уровень благосостояния своих граждан. И если руководители Гагаузии настроены на такое взаимодействие, еще раз хочу сказать, что мы, как Палата регионов, будем оказывать всемирное содействие и укреплять и расширять наши связи. Никто ни нам, ни вам не может запретить. К сожалению, сейчас то, что происходит у нас в Гагаузии, как притесняются наши права со стороны центральных властей, то это уже переходит все границы. Мы с Российской Федерацией очень многие года, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях. Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, и чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации. Мы хотим как минимум доезжать до России. Российское издание «Известия» пишет, что, цитирую, она также рассказала, что права региона притесняются со стороны Молдовы, поскольку Кишинев ведет русофобскую политику. Конец цитаты. В России сегодня прощаются с оппозиционером Алексеем Навальным. Еще утром пресс-секретарь политика Кира Ярмыш писала, что по состоянию на 10 утра тело еще не выдали родственникам. Не могли не прийти. Мы всей семьей участвовали еще в кампании 2013 года на выборах мэра, включая дочку. Пятилетняя раздавала листовки. На кубах волонтерили. Поэтому нельзя не прийти. Пусть видят, что многие помнят, многие знают. Замолчать не получится. Но Навального таки привезли. Могила расположится недалеко от входа на кладбище. Российские чиновники тоже приехали на похороны, но прощались они с экс-премьером СССР Николаем Рыжковым в храме Христа Спасителя. Наверное, это стало отличным поводом прикрыть одно событие другим, потому что вот, к примеру, на этом событии заметили Григория Явлинского, и не скажешь, что к Навальному пришел. Людей перед храмом собралось много, по разным оценкам несколько тысяч. Пока отпевали Алексея Навального, они скандировали «Ты не боялся, и мы не боимся» и другие лозунги. Ты не боялся, и мы не боимся. 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 Среди присутствующих Борис Надеждин, Екатерина Дунцова, Евгений Ройзман. Надеждин даже обращение записал. Ну вот, мы подъехали к месту прощания с Алексеем. Народу огромное количество, многие тысячи людей. Конечно, сегодня день, с одной стороны, трагический. Прощаемся действительно с человеком, который стал символом эпохи. А с другой стороны, надежда есть, что все будет в конце концов хорошо. И Россия станет мирной и свободной, как мечтал Алексей. Полиция дежурила в это время и на всякий случай возле памятника жертвам политических репрессий, а к самому храму «Утоли мои печали» подтягивались все новые отряды ОМОНа. Большой манифестации они действительно боятся.
Именно поэтому чисто географически они дали эту возможность провести вот в такой вот удаленной церкви, в удаленном районе Москвы, Марьино, а похоронить в еще более удаленном районе Братеева, ну, который находится рядом с Марьино. Поэтому, то есть, любое там, значит, какое-то шествие, оно будет очень коротким по расстоянию, а самое важное, направленное в противоположную сторону от центра Москвы. Соответственно, они делают все возможное для того, чтобы не было какого-то там серьезного политического действия. При этом, по моей информации из Москвы, из московских силовых структур, они намереваются, да, всех переписать, кто придет, но в то же самое время непосредственно не препятствовать, то есть не превращать похороны в побоище и не создавать тем самым дополнительно картинку для международных СМИ. То есть вот там пусть тихо пройдут от церкви до кладбища, и на этом все успокоятся. Все в Кремле заинтересованы в том, чтобы навальнисты выпустили пар и разошлись. В очереди к храму собралось очень много людей, очередь растягивалась на километры. Алексея Навального похоронили под саундтрек из фильма «Терминатор 2». Финальная сцена, когда герой Арнольда Шварценеггера погибает. Алексей считал «Терминатор 2» лучшим фильмом на Земле, говорит соратница Навального Кира Ярмаш. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно, тогда YouTube понимает, что можно показывать наши видео большему количеству людей. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.